Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду обсуждать такую наболевшую тему для мужчин, но почему сейчас такое огромное количество меркантильных женщин, их становится все больше и больше, откуда это идет, и, знаете, такой резкий скачок произошел, раз, рубильник вырубили, и все изменилось. Тема любви и искренности, она задвигается, о ней никто не вспоминает, материальная составляющая на первом плане, и мужчина должен удовлетворять все ее хотелки. Каждая вторая, просто вдумайтесь, что каждая вторая, может быть, уже практически каждая женщина в России, по мнению мужчин, является именно этой меркантильной особой. У меня очень много мыслей на эту тему, поэтому я не успею все за одно видео изложить, и я думаю, что у этого видео будет продолжение. Я хочу начать с замечательного романа «Мастер и Маргарита», и там есть такая фраза, что все люди как люди, но квартирный вопрос всех испортил. И также я хочу продолжить фразы из этого же романа «Рукописи не горят». Это, конечно, можно понимать в переносном смысле, бумага, естественно, горит, но вы представьте, насколько фраза написана на века. Роман начал писаться в 1928 году, и ой, как много времени прошло, а насколько это актуально и по сей день. Это было актуально тогда, сейчас, и как вопрос отцов и детей, это останется актуально, я думаю, еще много веков. Почему это так происходит, и почему мы так резко стали ощущать этот скачок? Во-первых, сейчас женщины сразу, у мужчин выясняют, что называется, с берега в лоб сразу вопрос, какая у него зарплата, чтобы понять, можно ли тратить на него свое время, свою женскую энергию. Если нет, то аливидерчи. Вот некоторые мужчины мне пишут, что большая проблема даже начать общаться с женщиной, женщина прекращает общение на начальном этапе. Значит, она выбрала, понятно, не вас, вот из своего какого-то окружения. У нас же инстинкты работают, мы выбираем что-то лучшее, у каждого лучшее тоже разное. Видимо, эта женщина, скорее всего, возможно, выбрала по материальной составляющей другого человека. Я не буду в этом видео брать вот этот маленький какой-то процент, такой с кошельком, который может потрясти и показать свою толщину, и многие женщины сбегутся. Что ж скрывать, если есть спрос, значит, есть предложение. То есть женщины же тоже не глупые по природе. Есть какие-то мужчины готовы платить, соответственно, все стекаются туда, как по трубе. Остальные остаются не у дел. Но некоторые готовы платить, и вот эти вот все хотелки обслуживать женщин. Знаете, как мужчина и женщина сравнивают, женщина это персик, мужчина это орех. То есть женщина, она снаружи мягкая, а внутри она как орех, да, такая как косточка, твердая. А мужчина наоборот, он снаружи твердый, а внутри мягкий. Поэтому вот эта вот податливость какая-то, она, конечно, у мужчины присутствует. Если так вот быстро проанализировать детство, юность мужчины, можно понять, что мужчина воспитывался в основном с детского садика, школы. И дальше, да, женщинами, где говорилось всегда, что ты должен быть сильный, не должен плакать, ты должен, грубо говоря, потакать девушкам, девочкам. То есть, если какая-то спорная ситуация, то мальчик всегда был виноват. И вот это вот давление, которое всегда происходило, да, какое-то ущемление с самого детства, я сейчас не хочу, совсем вот глубоко, то есть это же тоже можно по-другому подумать и сказать, что как раз-таки таким образом мужчина может быть, он не зря же сильный, вот как раз в этом сила-то может быть и воспитывалась. Но опять же, у всех психология разная, психика разная в первую очередь. Почему вообще просто принято, что мужчина должен просто потакать, получается? Вот женщина сказала купить, он идет покупает, он же ее любит. Женщина объясняет это тем, что давай, покажи мне свою любовь через какое-то приобретение, через какое-то материальное, через вот эти вот поступки, да, что мужчина может купить, он хочет потратиться. То есть если бы мужчины все как один перекрыли бы кислород и сказали бы все, нет, а женщине нужно создавать семью, материнский инстинкт или просто уже нужно рожать ребенка, да, женщина бы пересмотрела свое вот это вот понимание и навязанное всем то, что мужчина должен все. Мужчина сейчас прозревает,
и мужчины сейчас понимают, что все, они уже не готовы быть этой лошадью, на которой будут ездить. А вот тот процент, который остался больший, он уже все выбирает просто вообще не подходить к женщинам. Почему такой резкий скачок произошел, который мы все ощутили, вот просто как землетрясение какое-то. Ну, я здесь не буду лекцию разводить, но просто скажу, что резкий скачок именно произошел, потому что было дореволюционное, к примеру, время. Тогда как раз-таки тоже очень ценилась именно вот эта материальная составляющая и возможность семей. Крестьянские, дворянские, которые бесприданницы, не будем забывать. Вот это вот Василия Пукирева, знаменитая картина, которая меня в молодости просто покорила, правда, до глубины души, потому что вроде бы «Неравный брак» называется. Я надеюсь, вы все знаете эту знаменитую и замечательную картину, которая вроде бы вот полотно, да, со всех сторон, оно плоское, но насколько оно живое, насколько оно объемное, насколько оно передает все эмоции, вот это вот грусть и какая-то личная трагедия вот этой вот юной еще девушки, которая стоит перед алтарем, и вот этого вот абсолютно неприятное лицо этого старого мужчины, вот эта вот тема бесприданницы, она вот таким образом решалась. Когда девушка была бесприданницей, то выдавали за состоятельного, но уже, мягко сказать, не свежего человека. Да, значит, в общем, такие вот были времена, и таким образом тоже повышали какой-то статус, чтобы войти в высокое общество, чтобы, к примеру, если уж на худой конец, если женщина не являлась из богатой семьи, то уж там все равно какое-то приданное, оно обязательно считалось, какие-то описи делали, потом это все отправляли мужу в таком этом в большом сундуке. Вот, поэтому это в целом было, и мужчины тоже не отказывались, да, какие-то деловые связи поддерживались за счет этого союза какого-то, то есть тоже все было, когда родственники семей, когда они встречались и говорили о том, у кого что есть, и когда они не приходили к тому, что союз этот будет нужен обоим сторонам, то появлялась сваха, которая дипломатично настраивала все-таки на то, чтобы этот союз состоялся. В общем, довольно были интересные времена, где можно понять, что вот она, пожалуйста, вся материальная составляющая, вот как она есть в полном объеме. Потом была идеология, где говорили о том, что женщина, мужчина должны жить по любви. Вот, и, в общем-то, после этого уже происходит наш период, поэтому такой резкий скачок произошел, то, что мы видим у наших родителей, к примеру, у того поколения, и то, что мы видим сейчас в реальной жизни. Я согласна, что меркантильность женщин сейчас зашкаливает, но я всегда, как, знаете, как художник, да, все большое видится издалека, поэтому я всегда люблю с разных сторон рассматривать ситуации. Почему сейчас, вот прям тема эта важная? Времена капитализма, поэтому, что называется, не как у Д'Артаньяна, что один за одного, а все сами за себя. Потому что, вот, к примеру, взять мотоциклы, которые стоят на улице, ой, не мотоциклы, эти самокаты, ну, так уж, ну, или вот каршеринг, да, машину. Но вам же просто так никто не даст. Правильно, вы за каршеринг платите деньги, так же, как и за самокат. А почему, ну я уж не знаю, я уж извиняюсь за такое сравнение, а почему вы считаете, что женщина сейчас должна что-то просто так делать для мужчины? Замечательно, когда есть чувства, я за чувства всегда. Но, понимаете, за чувствами же тоже что-то должно быть, потому что это же вот глобально вот из всех мелочей состоит, все собирается. Если мужчина не может, к примеру, помочь женщине, и женщина не будет уверена, когда она будет беременна, к примеру, женщина же должна в своем сознании понять, что она не просто может доверять
доверять мужчине, а она может довериться мужчине этому. Довериться — это очень важно для женщины, чтобы она расслабилась и была спокойна. То же самое это с физиологической точки зрения, потому что если у женщины будет много проблем в голове, то, возможно, удовольствия она никакого не получит. То есть все, если у мужчины иногда собрано не только все в голове, но и где-то на нижних чакрах, вот, то у женщины все находится вот в этой вот маленькой конструкции. Поэтому женщина, конечно, должна быть уверена, у нее быть должна, вот как раз я говорю, вот довериться, да, мужчине. А я знаю множество случаев, когда мужчина, зная, что это вот от него ребенок и больше ни от кого, он бросает эту женщину, он не готов стать отцом. И женщина, вот даже просто в моем окружении, я знаю несколько таких женщин, которые воспитывают одни детей. У женщин много рисков. И это вот один случай, да, одна сторона медали, когда мужчины, к примеру, не готовы. Давайте другую ситуацию рассмотрим. Я, к примеру, женщина, хочу искренних, настоящих отношений от мужчины. И, к примеру, вот если просто я всегда люблю ставить себя на место другого человека. И, к примеру, мне мужчина тут заявляет: а у тебя что есть? Что ты мне можешь дать вообще? У тебя квартира есть, а ты мне что можешь купить? А машину ты мне можешь купить? Если нет, то до свидания. И так вот один, второй мужчина, третий, четвертый. Конечно, если я буду делать очень много попыток в поиске этого человека, если буду все время сталкиваться с тем, что мне мужчины просто в открытую будут предъявлять то, что я им что-то должна, то, конечно, я не думаю, что у меня возникнет какая-то ненависть. Поэтому ненавидеть я точно не буду этих людей, этих мужчин. Поэтому мне вот очень удивляют вот эти комментарии, вот просто вот как такая ненависть чувствуется в этом. Может быть, в этом и боль чувствуется, так, если прочитать между строк, конечно. Я вас прекрасно понимаю, мужчины, это неприятно. И поэтому, конечно, если бы я, заканчивая эту тему, если бы я постоянно с этим сталкивалась, наверное, у меня на какой-то момент, конечно, руки бы опустились, если я понимала, что да тогда, получается, нету, что ли, нормального мужчины, если мне только такие попадаются. И все, я бы, наверное, тоже как-то, просто переключилась бы на себя, и все. Можно ли это изменить и как вот искоренить вот этот подход материальный у женщин к мужчинам? Во-первых, мне кажется, нужно убрать пропаганду вот всего того, что сейчас просто вот какой-то с ног на голову все просто вот упало, и никто не понимает вот этого, как-то гендерные различия все просто стерлись, никто не понимает, кто за что должен отвечать, какая-то полная неразбериха, то мужчина должен быть сильным, то вроде как женщина теперь сильная, то теперь вроде как и женщина должна все оплачивать или там водить его и с каким-то уже с какой-то недвижимостью или с машиной быть, то есть предоставить уже все условия мужчине, при этом непонятно, что мужчина тогда будет делать и за что он отвечает в семье. То есть здесь тоже еще нужно понимать, что женщина, она мужчину-то не будет уважать, понимаете? Одно дело, когда рассказывается со стороны, что вот такая замечательная пара, все замечательно, а что вот там вот, как говорится, в каждом дому по кому, да, что там в семье творится, и как женщина может там пинать, например, мужчину за то, что он просто слабак по жизни и не может решить ни одну проблему, вот, и когда вот женщина постоянно вот просто говорит, сделай хоть что-нибудь, вот, она же этим самым, этой фразой хочет сказать, покажи, что ты сильный, это вот просто перевод этой фразы, вот, и поэтому, до сих пор, понимаете, какие-то вещи остались у женщины, то есть, например, момент того, что мужчина слабый рядом, он не будет просто, женщина его просто уважать не будет. Вот. Какие-то вещи остались, а какие-то вещи изменились, и все это в какой-то дисгармонии друг с другом находится. То есть, опять же, говорю, с ног на голову, да, никто не понимает, кто за что должен отвечать. Если вот вы бы выбирали мужчины, что бы вы выбрали? Просто девушку, которую любите, или девушку, которую любите, но она с приданным, к примеру.
ну вот как бы вы поступили? В общем, как я сказала, ожидайте продолжения видео, и всем спасибо большое за просмотр, увидимся уже завтра в новом видео, до новых встреч, пока!